Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП. Заявление из Мадрида прозвучало за несколько дней до саммита НАТО, участники которого обсудят вопрос о целевом показателе трат на оборону. Генсекретарь Альянса Марк Рютте предлагает, чтобы страны блока к 2032 году выделяли не менее 3,5% ВВП на оборону и не менее 1,5% на связанную с ней инфраструктуру. Санчес назвал эту идею необоснованной, в то время как США, Германия и Нидерланды ее поддержали. В письме, направленном Рютте, Санчес отметил, что 5% показатель несовместим с государством всеобщего благосостояния и призвал НАТО проявить гибкость в этом вопросе. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24 июня. На нем должен присутствовать президент США Дональд Трамп. Американский лидер неоднократно угрожал вывести США из Альянса, если страны-члены не увеличат расходы на оборону как минимум до 5% ВВП. Демократическая республика Конго и Руанда собираются заключить мирное соглашение. Предварительный текст, составленный при посредничестве США, уже согласован, а церемония подписания ожидается через неделю, 27 июня в Вашингтоне. Договор предусматривает прекращение огня, постепенное разоружение группировок, реинтеграцию боевиков и возвращение беженцев. Конфликт на границе между двумя странами длится фактически уже несколько десятилетий. Во второй половине 90-х из-за геноцида в Руанде в Конго бежали тысячи человек. Из-за этого на востоке страны образовались несколько десятков вооруженных группировок, которые вступили в конфликт как с правительством Конго, так и между собой, пытаясь получить доступ к природным ресурсам – золоту, меди, кобальту и литию. Конго обвиняет Руанду в попытках взять под контроль эти месторождения в поддержке одной из крупнейших таких групп и заявляет, что в ее составе воюют руандийские солдаты. Руанда это категорически отрицает. Страны неоднократно пытались урегулировать ситуацию, но до сих пор успеха достичь не удавалось. В пятницу утром в израильском Бершеве в результате взрыва иранской ракеты ранения получили по меньшей мере 7 человек. Ночью, по данным Цахал, из Ирана были запущены 4 беспилотника. Один был сбит над Хайфой, остальные перехвачены над районом Мертвого моря. Из-за угрозы обстрелов сотни жителей Тель-Авива провели ночь на станциях метро. Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи самолеты ВВС атаковали десятки целей в Иране, включая военно-промышленные объекты по производству ракет и штаб-квартиру по исследованиям и разработкам ядерного оружейного проекта. В четверг Тегеран нанес ракетные удары по крупной больнице в Бершеве и жилым домам в окрестностях Тель-Авива. По данным медиков, пострадали 270 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану возмездие за удар по Бершеве. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Израиль уничтожить подземный объект Форда без помощи США, Нетаньяху сказал, что Израиль достигнет своих целей и поразит все ядерные объекты Ирана. «У нас есть возможность сделать это», заявил глава правительства. В тот же день стало известно, что президент США Дональд Трамп в течение 2 недель примет решение о том, будет ли Вашингтон непосредственно участвовать в конфликте между Израилем и Ираном. Заявление Трампа огласил журналистам пресс-секретарь Белого дома. Минимум, что могут сделать европейцы, это недвусмысленно осудить Израиль и прекратить его поддержку, заявил в интервью Евроньюз посол и постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни. По его словам, нежелание Европы осудить агрессию Израиля и ее неспособность удержать на плаву ядерную сделку способствовали нынешней активизации между сторонами военных действий, которые продолжаются уже 7-й день. Он намерен обсудить неудачи Европы с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в пятницу в Женеве. The failures they have had and the shortcomings that they have had, which has resulted to this situation. Because Europe did not try to stop Israel from committing such a crime, and because Europe sometimes, and some of them, unfortunately, are justifying the aggression committed by Israel. The impunity which has been given to Israel is something which encourages that entity to continue committing new crimes. And this impunity is because of
inaction by Europeans, by United States, and by Security Council. Стороны встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить ядерную программу Ирана, лежащую в основе нынешней эскалации конфликта с Израилем. Бахрейни заявил, что Иран ответит жестко, если США вмешаются в конфликт. It's quite clear for us that the United States has been complicit to what Israel is doing now, the crime that Israel is committing against Iranian people. If United States crosses some red lines, then it will receive the same reaction we gave to Israel. We will very firmly respond to United States if it crosses the red lines. Iran will respond to the United States in the United States? Our military forces are monitoring the situation. It is their domain to decide how to react, and they know where the United States should be attacked. Посол Ирана при ООН подчеркнул, что его страна не запрашивала международной поддержки и защищает себя самостоятельно. На 7-й день эскалации конфликта между Израилем и Ираном, который уже унес сотни жизней, признаков деэскалации пока не видно. В эксклюзивном интервью Евроньюз посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что у Израиля не было выбора. I would like to mention that Iran possesses threat not only to Israel, to the region and also to Europe. They are involved in promoting terror. They are involved in provocation. They are involved in many acts, European prisoner they hold, and so they are already the main cause for instability in the region and for the world. По его мнению, нанося удары по Ирану, Израиль тем самым косвенно поддерживает Украину. Iran is part of the group, anti-Western group, the group that support Russia in the war. By the way, harming Iranian missiles facilities is saving Ukrainian life. By harming their ability to supply missiles and drones to Russia, by that we are contributing or diminishing their capability to harm through Russia Ukrainian. И хотя премьер-министр Израиля заявил, что не исключает возможного удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, посол в ЕС и НАТО заявил, что смена режима не главная цель израильской операции. The target of this military operation is to remove the nuclear threat and the missile threat. As I mentioned, Iran have a plan, a concrete and operative plan, and this is the main goals of our military operation right now. Посол Израиля в ЕС и НАТО выразил надежду, что дипломатия сыграет свою роль, но на этот раз, цитата, будет более конкретной и прагматичной. Дать людям возможность вернуться на родину призван первый в истории Украины законопроект о множественном гражданстве, который поддержала Верховная Рада. Впереди подписание документа президентом Зеленским. Новый закон, как считают члены его команды, пошлет мощный сигнал украинцам, покинувшим страну после начала российской агрессии в 2014 году и позднее с полномасштабным вторжением. There are Ukrainians who stepped into the citizenship of other countries, and we want to continue their Ukrainian identity to give this opportunity to them. Within the current setting, there was only one choice of Ukrainian passport, so now our citizens have the solution. Сегодня население Украины и зарубежной украинской диаспоры очень близки по численности. По оценкам Чернышова, с подписанием мирного соглашения домой могут вернуться треть уехавших после 2022 года. I heard it from many ministers of European Union countries, and they value a lot Ukrainian presence. That is why we will have to also compete among the labor markets and to provide better conditions. That is why I'm so keen on economic development and future increase of this component. Впереди утверждение списка стран, паспорта которых гражданам можно будет иметь наряду с украинским.
Новый шаг в деле защиты кошек и собак предпринимается в Европе. В четверг Европарламент принял в первом чтении законопроект, регулирующий разведение, содержание и обращение с этими домашними животными. Например, документ делает обязательной регистрацию собак и кошек и установку им микрочипа в целях борьбы с незаконной торговлей животными. MEPs have finally taken a step today that we've been waiting for years that could end the illegal pet trade once and for all in Europe. They have made good on at least 4 resolutions from the past to ensure that we end up with mandatory identification and registration for all dogs and cats. And now we trust that the Council and Parliament will take this file forward in the next few weeks during trilogue negotiations and look forward to a pretty much perfect law that ultimately will please citizens and save animals alike. Чтобы предотвратить эксплуатацию животных, евродепутаты хотят ограничить количество пометов, которое может иметь самка в течение жизни. Принятые правила должны применяться ко всем крупным и мелким заводчикам без исключения. The European Parliament took a positive step in terms of covering small breeders within the proposal on dogs and cats welfare. This is a huge issue because in some countries actually it's 80% of breeders who are having less than 4 litters per year. And if this wasn't covered, that would be a huge gap for the whole market. В Евросоюзе насчитывается 127 миллионов кошек и 104 миллиона собак. Около 44% домохозяйств ЕС владеют домашними животными. Годовая стоимость сектора оценивается в 1 300 000 000 евро.